Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся одной уникальной практикой. Вам нужно надеть наизнанку эту вещь на одну ночь, и после этого в вашей жизни начнут появляться деньги. При этом в те моменты, в которые вы даже будете не ожидать. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и узнайте, почему вы иногда надеваете наизнанку те или иные вещи, как это может отразиться на вашей жизни. И, друзья, не забудьте, конечно же, провести эту уникальную практику. Когда ее проводить, а когда вы решите, вы на интуитивном уровне должны почувствовать. Давайте далее, друзья, все более подробно. Каждый из нас хотя бы раз в жизни мог надеть что-либо из одежды наизнанку. Виной тому может быть то, что вы в данный момент очень спешили и отвлеклись на какие-то либо события, думая о чем-то в этот момент, где внимательно отнеслись к тому, что надевали в этот момент. А так ли безобидные ваши действия? Казалось бы, не так надели, не так сняли, надели потом правильно, а ведь на самом деле в данном случае все не так просто. Народные приметы говорят о том, что можно своей неосмотрительностью притянуть в жизнь неприятности, которые будут способны оказать влияние на многие сферы вашей жизни. Для того, чтобы избежать неприятностей, нейтрализовать их энергетический вред, нужно знать и уметь анализировать данную народную примету и, соответственно, быстро принять надлежащие меры. Народные приметы насчет неправильно надетой одежды достались нам от наших предков, так как в те далекие времена считалось, что если надеть одежду наизнанку, то неприятностей не избежать, которые из незначительных могут перерасти в довольно-таки серьезные. Толкований народных примет есть несколько. Это к неожиданному знакомству, потере денежных средств, но иногда и специально надевали что-либо из одежды наизнанку. Поэтому, если вы в спешке надели футболку или брюки на выворот, то ждите конфликт с вашим руководителем. Его причиной может стать то, что руководитель начнет предвзято относиться к вам, заставит выполнять работу, не связанную с вашими обязанностями, будут навязывать ее вам без вашего согласия. Не нужно в данный момент вести разговоры на повышенных тонах. Лучше промолчать до тех пор, пока конфликтная ситуация не уляжется. Эта народная примета укажет также и на то, что пришло время пересмотреть свои отношения с родственниками, близкими, друзьями. Обратите внимание на то, что вам с кем-то из них, возможно, некомфортно общаться, и начните от них отдаляться. Уделите больше внимания тем, кто оказывает вам поддержку в любых ситуациях, которые помогают вам достичь больших успехов в жизни. Еще надетая наизнанку футболка перед важной встречей, свиданием предупреждает о том, что ситуации возникнут непредвиденные, вас могут не оценить по достоинству. Не подписывайте в такой день никакие контракты, чтобы не пришлось потом жалеть. А чтобы избежать возможных проблем, нужно надеть другую футболку, но быть аккуратными с людьми, которые вас окружают. Девочки и мальчики, прямо сейчас ставьте лайк, в комментариях напишите слово «богатство», и тогда вы действительно сможете обрести богатство через 48 часов. Не бойтесь проводить эти практики, о которых мы вам говорим, потому что каждое ваше действие обязательно привнесет в вашу жизнь изобилие, достаток и благополучие. Вы знаете, очень часто трусы оказываются вот тем предметом одежды, что надевается наизнанку, и на этот счет есть несколько толкований. Если вы наденете так их в четное число, народная примета негативная и означает, что вас ожидает очень крупная ссора с вашей второй половинкой, что может привести к тому, что вы расстанетесь, хотя вместе вы уже достаточно долгое время. У вас могут неожиданно начаться любовные отношения, но начавшись быстро, они быстро и закончатся. Но чтобы избежать негативных событий, сожгите их, тем самым вы нейтрализуете этот сильный негатив.
Однако у данной народной приметы есть и положительное объяснение. Если вы наденете так трусы в нечетное число, это будет говорить о том, что рядом с вами находятся нечистосердечные люди. Завидуя вам, они на подсознательном уровне отправляют вам негативные и недоброжелательные посылы. Также это может говорить и о том, что у вас не самые идеальные черты характера, что имеются какие-то плохие привычки, пороки, поэтому надетые на выворот трусы пытаются отогнать негативную энергетику, защитить вас от ее влияния. Нужно надевать трусы наизнанку перед важным для вас событием. Перед этим, окурив их палочкой корицы, этим действием вы привлечете в свою жизнь удачу и избавитесь от негатива. В данном случае надетую наизнанку бельем будет служить своеобразным оберегом, стремясь оградить вас от нежелательных людей в вашем окружении, которые, возможно, негативно и нечистосердечно к вам относятся. Если надеть носок, колготы на выворот, то народная примета, связанная с работой, говорит о том, что вам придется выполнять поручения, задачи, поставленными перед вами вашим руководителем. Но вы не будете их выполнять с удовольствием и с радостью. Это будет занимать у вас много сил и энергии, но вознаграждения никакого не принесет. Носки, колготы, надетые наизнанку, будут предупреждать еще и о том, что нужно быть аккуратным на дороге. Переходя ее, смотреть по сторонам. Больше осторожности нужно будет проявить тем людям, кто водит машину. Могут быть неприятные ситуации. Надетые наизнанку кофта или рубаха привлекут к вам сплетни, претензии руководства и коллектива. Между вами и ними возникнут крупные разногласия, которые приведут к тому, что вам нужно будет уйти с работы. Если этого удастся избежать, то вас могут лишить премии. Если женщина или молодая девушка наденет платье наизнанку, то нужно быть очень внимательной, так как это к большой ссоре с родными и близкими людьми. Поэтому, если у вас что-то такое произошло, не ввязывайтесь в споры и разговоры, которые будут вестись на повышенных тонах. Нужно придерживаться совета, что лучше промолчать, чем потом разгребать и исправлять сложившуюся ситуацию. А также неправильно надетые кофта, рубаха, блуза, платье – это предвестники мелких неприятностей, которые могут коснуться любой сферы вашей жизни, конфликтные ситуации, ссоры или даже потеря денег. Надетая наизнанку домашняя одежда, такие как халат, пижама, может закончиться ссорой с кем-то из близких людей. Если это верхняя часть пижамы, то разногласия, нижняя – изменой. Надев наизнанку куртку или пальто, это бывает, конечно же, редко, но предвещает о том, что вас оклевещут, распустят о вас нехорошие слухи и сделает это близкий для вас человек. А также это означает и то, что вас незаслуженно в чем-то обвинят. Головной убор, который вы надели наизнанку, это, во-первых, своеобразное предупреждение о том, что у вас появились плохие привычки, возможно, алкогольными напитками, поэтому пересмотрите свое отношение к нему. Во-вторых, согласно народной примете, все запланированные дела нужно отложить на некоторое время, потому что данный день, к сожалению, обещает трудности, и все пойдет наперекосяк и не принесет вам ожидаемого эффекта и результата. Надетая наизнанку одежда предупреждает замужнюю женщину о том, что им с супругом предстоит тяжелая жизненная ситуация, которая может возникнуть из-за денежных проблем. Если же это произойдет с девушкой, то ей придется еще быть долго одной. Знакомства, которые будут происходить, к сожалению, ничем серьезным не закончатся. Но если наизнанку надел что-то мужчина, то неприятностей ему не избежать. Они будут связаны с непредвиденными растратами денег, либо с тем, что захочется присвоить себе чужие заслуги. Если такую надежду наденет парень, это означает, что его ждет обман и предательство. В основном вещи, надетые наизнанку в спешке, но в отдельных случаях это делают даже специально, чтобы уберечься от сглаза и порчи. Также такая вещь может помочь преодолеть негативные эмоции, которые способен вызвать разговор, например, с малоприятным человеком, либо же тем, кто излучает зависть. Перед этим посыпьте данную вещь 3 щепоточками соли, попросив о помощи, затем соль смойте под проточной водой.
Традиционно считалось, что вещь, надетая наизнанку, сулит ему серьезные проблемы, а также и то, что его могут и побить. Он может ввязаться в какую-то конфликтную ситуацию, от которой пострадает, а воздействие может быть не только физическим, но и касаться любого осуждения, что испортит данному человеку жизнь. Но чтобы не ощутить влияние народной приметы и нейтрализовать ее воздействие, попросите кого-то из ваших близких трижды ударить вас легонечко по левому плечу, а затем трижды через него плюнуть. Это поможет вам избежать серьезных проблем. Если вы надели что-то наизнанку, не стоит сразу же впадать в панику и думать о плохом. Народная мудрость, которая передалась нам от наших предков, способна помочь уберечься нам от плохих событий, которые могут произойти, если вы что-то надели неправильно. Есть ритуалы, применив которые вы сможете нейтрализовать и негативные народные приметы. Если, надев вещь, вы заметили, что надели наизнанку, быстренько ее снимайте. Но это еще не все. Ее нужно кинуть на пол, потоптаться по ней босыми ногами 8 раз, поднять, затем вновь бросить, после чего поднять, хорошенько потрусить и плюнуть трижды через левое плечо, и уже после этого только надеть правильно. Когда вы топчетесь по ней, встряхивайте, этим вы удаляете из данной вещи негативную энергию. Если есть возможность, примите душ перед тем, как правильно надеть вещь. Если пора выходить из дома, а времени, чтобы нейтрализовать действие народной приметы у вас нет, то нужно посмотреть в зеркало, а в глаза своему отражению, не моргая, и при этом проговорить такие слова: «Беда стороной меня обойдет, нам с ней не по пути, ей по своей дороге идти, а мне по своей». Это поможет вам уберечься от того, что вас должно было ожидать. Если вы застилали постельное белье и что-то из комплекта надели наизнанку, это означает, если это пододеяльник, то это к тому, что в дом приедут завистливые и злые гости. Если простыня, это означает, что у вас могут быть проблемы со здоровьем, но если наволочка, это означает, что на вас наслали с глаз. Для того, чтобы нейтрализовать сильный негатив от такого действия, сразу подожгите свечу, встаньте на данную вещь двумя ногами и при этом скажите такие слова: «Огонь негатив собирает, его отгоняет, гостей злых от дома отводит, от проблем со здоровьем меня оберегает, от сглаза защищает, его снимает, владельцу возвращает». Когда вы это проделаете, вы можете сразу застилать данную вещь правильно, но свечу затушите только тогда, когда действие полностью выполните. После этого не переживайте, ничего плохого вас не будет ожидать. Существуют и другие народные приметы об одежде. Если ходить в одном сапоге, тапочке, в туфле, это плохой знак. Это говорит о том, что у вас испортятся отношения с любимым человеком. У замужних это развод, а у незамужних это к расставанию. Теперь, друзья, давайте проведем с вами одну уникальную практику, с помощью которой вы сможете привлечь деньги в свою жизнь. Итак, вам нужно купить в самое ближайшее время носки. Главное, чтобы они не были темных цветов. То есть это не должно быть носки черного цвета или каких-то темных оттенков. Помните о том, что деньги любят энергию светлую. Хорошо, если вы купите носки новые именно желтого цвета, белого цвета, зеленого цвета, можно красного цвета купить. Здесь вы должны на интуитивном уровне прочувствовать. Бывает так, что вы ходите и не находите для себя никаких носков, которые вы бы хотели купить. Вас качество не нравится, вам не нравится рисунок, вам не нравится продавец и так далее, и так далее. Не спешите. Эту практику вы можете проводить в любой день. Итак, купили вы себе носки, выбрали. Это должна быть одна пара, не надо 10 пар покупать, именно одна пара. Но это те должны быть носки, знаете, как вот любимые мои носки. Далее, что мы с вами делаем? В вечернее время, перед тем, как ложиться спать, что мы делаем? Мы обязательно должны взять 2 монеты. Монеты должны быть желтого цвета и, главное, одинакового номинала. Желтые эти монеты хорошо промойте под проточной водой и уже перед самим сном эти монетки положите в один носок и в другой носок. И после этого наденьте носки и ложитесь спать.
Далее, когда вы будете ложиться спать, в этот момент думайте о том, как в вашей жизни поступают деньги. Не думайте в этот момент, что у вас пенсия, что у вас что-то не получается. Забывайте. Вот просто забудьте, представьте, что у вас чистый лист бумаги, и представляйте себе, фантазируйте то, что вы хотите, сколько вы хотите, для чего это вам нужно. Это очень важно. И в этих носках с монетками вы должны уснуть. Утром вы просыпаетесь. Что мы далее делаем? Мы снимаем носки, и у нас с вами две монетки. Одну монетку вы обязательно должны положить в свой кошелек, в отдельный карманчик. Это ваша будет монетка, которая будет привлекать деньги в вашу жизнь, в ваш кошелек. А вторую монетку положите дома, в том месте, где вы храните деньги. Это очень важно. Если вы одну монетку потеряли, то и вторую монетку откажитесь. Как от нее отказаться? Нужно будет закопать в землю рядом с молодым деревом. Это очень важно. Не больным, не со старым, а именно с молодым деревом. Что мы делаем с носками, девочки и мальчики? Эти носки нужно надевать в те случаи, когда у вас какое-то мероприятие, например, собеседование, вы идете на подписание контракта, на какую-то выгодную сделку и так далее, и так далее. Эти носки будут для вас, знаете, как вот оберегом и талисманом по привлечению благополучия и достатка в вашу жизнь. Но помните, если вы носки постирали, то уже вам нужно заново повторять эту практику. Помните об этом. Друзья, вот такой важной ценной информацией мы сегодня с вами хотели поделиться. Итак, друзья, прямо сейчас ставьте лайк в этому видео. Обязательно напишите слово «деньги», и они обязательно прибудут в самое ближайшее время. Не забывайте прописывать, помните о том, что Всевышний и высшие силы всегда с нами и ждут нашего приказа, наших указаний. Помните об этом. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.